Всем привет! Добро пожаловать в это видео. У меня в гостях была моя подруга, и мы вместе записали небольшой разговор о нашем типичном дне. Не забудьте включить субтитры, если они вам нужны, и приятного просмотра! Давай поговорим о типичном дне. Какой твой типичный день? Что ты делаешь сначала, что ты делаешь потом? Итак, во сколько ты просыпаешься? Я стараюсь просыпаться рано, примерно в 7:30 утра. Мгм. И ты просыпаешься по будильнику или сама? Я обязательно просыпаюсь по будильнику. Мгм. Хорошо, ты просыпаешься в 7:30, но во сколько ты встаешь? Хороший вопрос. Я просыпаюсь в 7:30, но мне необходимо примерно 30 минут, чтобы проснуться. Но, насколько я знаю, ты так рано не просыпаешься. Да, тебя мы можем назвать жаворонком, жаворонок. Я стопроцентная сова. И летом я пыталась быть жаворонком, но у меня ничего не получилось. Я просто была уставшей совой. Поэтому, да, я просыпаюсь где-то в 9-10 часов по будильнику. И, возможно, это плохо, но я чувствую себя прекрасно, когда я просыпаюсь в 10 часов. Наташа везучий человек. Да, у меня свой график, ни от кого не зависящий, поэтому я могу просыпаться в 10 часов и хорошо себя чувствовать. Так, что у нас после этого идет? Мы идем умываться, я думаю, это понятно. И дальше завтрак. Ты готовишь завтрак? Мне очень нравится готовить завтрак, но часто я заказываю завтрак. Если все-таки я готовлю завтрак сама, то я предпочитаю сытный завтрак. То есть обязательно в рацион должны входить белки, жиры и углеводы. То есть это полноценный завтрак, после которого я чувствую себя хорошо. Например, что это? Это может быть яичница из 3 яиц, обязательно овощи, огурец, томат, перец. Из жиров мы можем добавить сыр, также кусок хлеба. Это будут наши углеводы. И чай или кофе? Я предпочитаю пить чай либо матчу. Обязательно на кокосовом молоке. Хорошо. А что ты предпочитаешь на завтрак? Мой завтрак совершенно другой. Я предпочитаю кофе и что-то сладкое. Кофе с шоколадкой, или кофе с булочкой, или кофе с печеньем. Но через час я ем что-то более плотное, что-то сытное, например, яйцо, да, или, может быть, бутерброд, ну, что-то такое. Мы здесь тоже разные. Да, я как раз хотела спросить тебя, наедаешься ли ты таким завтраком, но ты ответила, что не особо. Не особо, да. Мне хватает энергии от кофе. Ну, кофе это для настроения, да, поэтому мне хватает Как энергии. привычка. Да, мне хватает энергии на час, и потом мне нужно подкрепиться, конечно. Да, хорошо. Дальше что у нас идет? Дальше мы работаем, да. И во сколько ты начинаешь работать? Я добавлю, что перед работой есть период, это примерно час, когда я сначала открываю все свои задачи и планирую их на день. Это очень важно, чтобы день был продуктивным. Отлично. Я начинаю работать около 10 утра. До этого я провожу время с собой, готовлю завтрак, планирую, может быть, делаю легкую прогулку. И когда ты готовишь завтрак, ты что-то слушаешь, смотришь? Да, я считаю, что каждый период времени нужно использовать с пользой. И во время того, как я готовлю завтрак, я смотрю обычно каналы на Ютубе. Могу посмотреть твой выпуск? Давай, посмотри, пожалуйста.
Да, ну что обычно ты смотришь? Что-то новости или путешествия или клипы? Мгм. Утром я стараюсь смотреть что-то легкое. Это может быть новостная повестка, но не связанная с мировой ситуацией, а больше что-то легкое, например, из мира шоу-бизнеса, маркетинга, возможно, каких-то рекламных кампаний. Мгм. Ну, что тебе помогает в работе тоже. Все верно. Да, отлично. Окей, мы начали работать. Я тоже в это время делаю какие-то такие операционные задачи. Например, высылаю домашнее задание или Мгм. проверяю домашнее задание учеников или монтирую какие-то видео. Ну, в общем, всегда есть работа, которую можно сделать. Дальше обед. Обед ты тоже заказываешь? Мгм. Так как моя работа связана с маркетингом, то часто в обед у меня бывают встречи, и я совмещаю обед и встречу с клиентом, Мгм. либо встречу с командой. Это помогает мне сделать мой день более продуктивным Убить двух и зайцев. убить двух зайцев. Все Мгм. верно. А, Но если я остаюсь дома, то чаще всего я заказываю, потому что мне не хочется тратить время на приготовление обеда, если нет ничего готового в холодильнике. Да, для меня тоже готовка это больше необходимость, чем удовольствие. Но это может быть иногда в удовольствие, но когда у тебя есть идеи, тебе что-то нужно делать. Или ты готовишь для кого-то. Да, или ты готовишь для кого-то, совершенно верно. И тема суп. На самом деле это самая спорная тема, особенно для людей из России, Мгм. потому что для нас, мне, кстати, очень интересно, что ты думаешь на этот счет. Для нас суп из детства это самое главное блюдо на обед на нашем столе. Совершенно верно. Но я разбиралась и занималась с нутрициологом. Это человек по правильному питанию. Мгм. И сейчас я понимаю, что сам по себе суп это не полезная и даже бесполезная еда для нашего организма. То есть лучше съесть тарелку салата и, допустим, мясо, либо морепродукты, рыбу, для того, чтобы наполнить организм на весь день. Мгм. Но с супом ты не получишь все эти витамины, поэтому это просто еда, которую мы привыкли есть. Что ты думаешь на этот счет? Да, нам с детства говорят, что суп это очень важно, и важно есть суп с хлебом. Обязательно, потому что в детстве, даже если ты не хотел есть суп, тебе говорили, что ты не вырастешь, или у тебя будут какие-то, не знаю, А если проблемы. ты ешь суп без хлеба, ты не наешься. Да, да, совершенно верно. То есть это больше культурный аспект, а не аспект, связанный с Со здоровьем, здоровьем. да, с питанием, не знаю, со всей этой Так, наукой. по итогу ты ешь суп или нет? Вынуждена признаться, что сейчас уже реже, потому что уже не живу в России какое-то время. И поначалу, да, то есть 2 раза в неделю, может быть, я готовила суп, Мгм. но сейчас уже не так часто, я думаю, да. Ну, когда есть желание, например, борщ, да, что-то такое вкусное. Это вкус из детства. Да, или крем-суп, например, сейчас осень, и тыквенный крем-суп, Грибной крем-суп. грибной крем-суп, да. Согласна. Это очень вкусно. Но, согласна, сейчас уже нет такого, что если я не съем суп, я не доживу до конца года. Или у меня будут проблемы с желудком. Да, да, отлично. Так, что дальше? Так, следующий вопрос, который я записала, связан с не самой приятной, но для меня, мое субъективное мнение, рутиной, это поход в магазин. Как Мгм. часто ты ходишь в магазин? Когда я жила в России и далее уже в Казахстане, у меня вообще не было необходимости ходить в магазин, потому что я пользовалась приложениями по доставке продуктов. Мгм. Это экономит время. Ты можешь выбрать любой продукт, овощи, фрукты, все, что хочешь. Но здесь есть одна проблема, одно но, когда
фрукты либо овощи могут быть не соответствующего качества, то есть не свежие, испорченные, либо могут положить что-то другое, то есть перепутать. Мгм. Но это бывает не так часто. Да, и еще бывает, что ты, например, выбрал, не знаю, там бананы, и тебе очень важны бананы сегодня, потому что ты хочешь сделать какой-то банановый кекс, не знаю. Да. И в результате ты получаешь заказ, и там нет бананов, просто потому что их не было в магазине, и все. То есть их вычитают из твоего чека, но ты не получаешь бананы. И это неприятно, но согласна, это не часто происходит. Но если такое происходит, ты можешь воспользоваться другим приложением и заказать только бананы, но здесь есть вероятность, что ты переплатишь за доставку. Да, да, совершенно верно. И все-таки ты предпочитаешь не ходить в магазин. Да, это связано с экономией моего времени. Угу, отлично. А ты? Я тоже не хожу в магазин, я делегирую. Даже знаю кому. Да, мы не пользуемся доставками, но я редко хожу в магазин, но иногда бывает. И мне нравится культура здесь, что, в принципе, магазины достаточно комфортные тоже, и люди покупают тележки, да, и с тележками выходят. И иногда просто, когда я понимаю, что у меня нет времени гулять, но в то же время есть необходимость что-то купить, и я просто совмещу. Иногда мне нравится ходить на рынок, или в Казахстане мы называем это базар, и выбирать овощи и фрукты, при этом разговаривая с теми, кто там работает. Это небольшой нетворкинг, это, можно сказать, времяпрепровождение, то есть ты отдыхаешь и при этом покупаешь полезные для себя продукты. Да, если есть какой-то такой рынок аутентичный, с приятной атмосферой. Все верно. Да, но слово базар в России тоже использует старшее поколение. Да, они тоже говорят базар. Иногда можно это услышать. И еще можно сказать базар, когда очень шумно, да, где-то. Как на базаре. Как на базаре, Да, есть такое выражение, когда очень шумно вокруг. И еще есть фраза «базарная баба». Да, есть такая фраза, но она достаточно грубая. Да, базарная баба — это Карен. Если вы знаете видео про Карен, которая всегда всем недовольна и не упускает возможности на кого-то покричать и высказать, что ей все не нравится, это базарная баба. Да. Супер! И что ты делаешь после работы? Здесь много вариантов, зависит от того, насколько тяжелым был день. Часто я люблю ходить с друзьями в ресторан. Это, опять-таки, небольшое продолжение моей работы, так как я занимаюсь бизнесом и также в ресторанной сфере. Но я люблю проводить время за бокалом вина, вкусной едой, приятной атмосферой, возможно, живой музыкой, если в этот вечер в ресторане кто-то играет или приглашают каких-то специальных артистов. Иногда я могу просто настолько сильно устать, что мне хочется поужинать, опять же, либо заказать доставку, либо быстро приготовить что-то самой и лечь и посмотреть Netflix. Что ты смотришь? Недавно закончила смотреть сериал, всем известный «Эмили в Париже». И сейчас я еще не выбрала новый. Вы, кстати, можете посоветовать в комментариях, что посмотреть. Но мне нравится смотреть небольшие сериалы, где по 8-10 серий, потому что если начинаешь смотреть большой сериал, то это затягивает и, конечно, отнимает много времени. Да, нужно потратить время, но не впустую, но посмотреть больше, чем ты планировала. Что ты делаешь вечером после работы? Вечером после работы это уже где-то 11 часов. Ого, ты так допоздна работаешь? Да, потому что мои ученики, они предпочитают заниматься после работы, потому что они, как все нормальные люди, работают по будням с 9 до 6 или до 7. Да, соответственно, уроки я провожу после их работы. И то есть днем я занимаюсь работой, которую там можно сделать без учеников за компьютером или что-то по видео, или монтирую подкасты, например. А вечером я провожу уроки, и, конечно, там, когда уроки заканчиваются в 10,
в 11 я уже не думаю, о, что я хочу сделать Мне после кажется, работы. просто хочется спать. Хочется спать и молчать. Да. Потому что когда несколько часов подряд ты разговариваешь, и плюс еще это обмен энергией с людьми. И мне, конечно, нравится моя работа, но на уроке я себя чувствую, как будто у меня очень много энергии, да, я готова делиться, что-то обсуждать, но как только урок заканчивается, я прям чувствую вот эту вот усталость, что я не хочу разговаривать ни с кем, и я просто хочу полежать и выпить чай. Я прекрасно тебя понимаю. Да, поэтому и ужинать я часто пропускаю ужин, потому что когда у меня есть уроки, я не могу сидеть на уроке и жевать что-то. Хотя я разрешаю ученикам делать так, потому что я понимаю, что они пришли с работы, и я не хочу, чтобы смотрели на меня голодными глазами. Да, но сейчас уже 2-й месяц я путешествую по Европе. Можно сказать, живу в разных культурах, и я вижу, что в Европе ужин — это самое главное время, когда ты можешь вкусно поесть в кругу своей семьи либо друзей, и это невозможно пропустить. Да, и знаешь, в России, помнишь, как у нас говорят, завтрак съешь сам, обед раздели с другом, а ужин отдай другому. Да, то есть ужин это самое неполезное, неполезно есть перед сном, и ужин часто там в 6 часов, да, в 7 уже поздно. Да. И совершенно отличается от Европы, где ужин начинается с 7 до 9 и продолжается до полуночи. Да, и я должна признаться, что с твоим присутствием в моем доме, конечно, мы ужинаем очень поздно, потому что мы не так часто видимся, возможно, 1 раз в 5 лет. Я думаю, что последний раз мы виделись 3,5 года назад. Да, поэтому можем себе позволить быть европейцами. Да. Все, у меня все вопросы. Спасибо тебе большое. Спасибо большое. Это был наш разговор. Спасибо за просмотр. Напишите в комментариях о вашем типичном дне и поставьте лайк этому видео, если оно вам понравилось. И увидимся в следующем видео. Пока-пока!